Микки недоумевал, почему его сын Патрик каждый день возвращается домой голодным. Когда мальчика отправляли в школу, он всегда брал с собой коробку для ланча, и в ней было достаточно еды. Ситуация усугублялась тем, что маленький Патрик, казалось, испугался, когда родители спросили его об этом. Микки был обеспокоен сложившейся ситуацией и решил обратиться в школу, чтобы выяснить, знают ли они, что происходит. Но директор, так же как и Микки, не знал о происходящем. Они решили применить другой подход и опросить одноклассников Патрика. Но другие ученики сказали им, что Патрик никогда не приносил обед из дома. Эта информация потрясла Микки до глубины души. Его смутил тот факт, что другие ученики полагали, что у Патрика нет еды, потому что семья бедная. Когда Патрика вызвали из класса и спросили о еде, он начал плакать, что заставило его родителей почувствовать себя еще хуже, но он не предоставил никакой информации. Подсказку им дала классная руководительница. Она рассказала Микки и директору, что их новый учитель математики вел себя странно, когда находился рядом с Патриком. Директор немедленно вызвал к себе в кабинет Дэйва, учителя математики. И когда он увидел Микки, сидящего там, его поведение изменилось. Директор расспросил Дэйва о Патрике и его ситуации. Но Дэйв сказал, что понятия не имеет, о чем они говорят. Директор попросил разрешения поговорить с Дэйвом наедине, и Микки согласился. Но его подозрения насчет Дэйва подтвердились, когда классная руководительница, пришедшая утешить Микки, попыталась заявить, что, по ее мнению, Дэйв что-то замышляет. Микки, очевидно, нужно было немедленно принять меры. Однако все обернулось не так, как он надеялся. Настроение изменилось, когда Микки вызвали обратно в кабинет директора. Директор сказал, что он ничего не может поделать с этой проблемой, потому что нет доказательств. Их возможности были ограничены, поскольку Дэйв утверждал, что он ничего не знает, а Патрик не хотел рассказывать им, что происходит. Пара согласилась, что им придется разработать другой план, если они хотят, чтобы ситуация разрешилась. В течение следующих нескольких дней ситуация, казалось, ухудшилась. Патрик отказался разговаривать со своими родителями, сделав вид, что визит Микки к директору школы усугубил ситуацию. Микки надоело ждать, и он решил взять дело в свои руки. Он поехал в школу и поговорил с Дэйвом. Во время разговора Дэйв сохранял спокойствие. Это еще больше смутило Микки, и после относительно короткого разговора у него появилось больше вопросов, чем когда он только приехал, и ситуация становилась все более странной с каждой встречей с этим человеком. После того, как двое мужчин поговорили, в голове Микки зазвенели все тревожные звоночки. Когда Микки вернулся домой, ему в голову пришла фантастическая идея. Он ввел полное имя Дэйва в Google, надеясь получить какие-то ответы. К своему великому удивлению, он смог найти имя этого человека только на одном веб-сайте. Это была начальная школа, в которой он работал до того, как перешел в школу Патрика. Микки решил позвонить в ту школу и послушать, что они скажут, но информация, которую ему предоставили, вызвала у него невероятные опасения. Каждый день Патрик пропускал обед, и отец знал, что учитель как-то связан с этим. Именно тогда Микки начал обдумывать стратегию. Он планировал довести свои опасения до сведения высшего руководства школы, поэтому он пришел в кабинет директора и сказал: «У меня есть несколько претензий к учителю», а затем рассказал директору обо всех своих подозрениях. Он выглядел обеспокоенным, но затем покачал головой. Очевидно, что-то было не так.
Директор посмотрел Микки прямо в глаза и сказал: «Извините, я мало что могу сделать без каких-либо доказательств». Направляясь домой, Микки был в ярости, но его разум уже разрабатывал стратегию. Хотя он осознавал крайнюю опасность, он точно понимал, что это принесет пользу его сыну. На следующий день Микки был готов приступить к осуществлению своего плана. Пока его сын собирался в школу, он положил что-то маленькое в передний карман рюкзака. Его сын спустился по лестнице и позавтракал, прежде чем они вместе отправились в школу. Микки высадил его, улыбаясь про себя своей проницательности. Тайна учителя наконец-то будет раскрыта. Микки положил в рюкзак сына записывающее устройство. Он смог бы записать все взаимодействие между своим сыном и учителем. Высадив его, Микки направился на работу. Находясь на работе, Микки знал, что все, что он может делать, это ждать. Его начальник даже спросил его, почему он все время улыбался, но это было потому, что он знал, что скоро учитель будет молить о пощаде. Позже, в тот же день, Микки забрал Патрика из школы и ловко вытащил диктофон из рюкзака. Он спросил сына, как прошел его день, но тот снова выглядел грустным. Именно тогда Микки понял, что поступает правильно. Он достал диктофон и прокрутил запись. Но когда он услышал разговор своего сына с учителем, он понял, что должен сделать. Микки позвонил директору и организовал встречу на следующий день. Он объяснил, что должен был предоставить доказательства, которые позволили бы раскрыть дело. Теперь все, что нужно было сделать Микки, это дождаться этой встречи. Теперь он был таким же самодовольным, как и всегда, и позаботился о том, чтобы тайна учителя выплыла наружу. В конце концов, его сын умолял его не делать этого. Но каким бы он был отцом, если бы не защищал своего сына? На следующий день после школы Микки сидел с Патриком и директором в его кабинете. Прождав 5 минут, Дэйв тоже вошел. Он выглядел удивленным, как будто понятия не имел, что сейчас произойдет. Микки удовлетворенно улыбнулся и задал важный вопрос. «Мне включить запись для вас, директор?» Микки получил разрешение и начал проигрывать запись. Он увидел, как побледнел учитель, услышав свой голос на диктофоне. Он почувствовал, что вся кровь отхлынула от его лица. Все были потрясены услышанным. Они подслушали, как Дэйв кормил Патрика своим обедом, но они также услышали, как Патрик передал еду другому мальчику. Патрик объяснил, что происходит после недолгого замешательства, но это стало окончательным поворотом событий. Он договорился со своим учителем, чтобы тот каждый день кормил его обедом одного из одноклассников. Это произошло потому, что ребенок был слишком беден, чтобы позволить себе обедать самостоятельно. В этом случае Патрик был рад пожертвовать своей едой ради менее удачливого одноклассника, а Дэйв гордился этим и каждый день приносил Патрику разные сладости. Патрик был смущен и не хотел, чтобы кто-нибудь знал об этом, но с тех пор Микки готовил 2 обеда сыну в школу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.